и снимаем аккумулятор с посадочного места. Приобрел такое устройство для очистки клемм аккумулятора и клемм, которые находятся у нас в багажном отделении либо под капотом. Устройство для очистки клемм состоит из двух частей. Данная часть предназначена для очистки клемм на аккумуляторе, минусовой и плюсовой клеммы. И вторая часть, которая у нас находится под защитной крышкой, предназначена для очистки клемм, которые находятся в багажном отделении либо под капотом. Начнем с очистки клемм, которые находятся у нас на аккумуляторе. Для этого будем использовать эту сторону. Начнем с минусовой клеммы. Так выглядит минусовая клемма. Можно еще немножко. Отлично. И приступим к очистке плюсовой клеммы. И так выглядит плюсовая клемма. И приступим к очистке клемм, которые находятся у нас в багажнике. Использовать будем вторую часть нашего устройства. Начнем с очистки плюсовой клеммы. Хорошенько очищаем. И приступим к очистке минусовой клеммы. Смотрите, так выглядит плюсовая клемма после очистки. Внутренняя ее часть блестит. И минусовая клемма. Внутренняя часть также блестит. И на аккумуляторе минусовая клемма. И плюсовая клемма. Таким способом мы удаляем всю оксидацию, которая была на клеммах и на клеммниках, которые находятся у нас в автомобиле, что улучшит контакт и минимизирует потери зимой. После такой процедуры меньше вероятности, что аккумулятор будет разряжаться. Делаю очистку клемм аккумулятора перед каждой зимой. И номер нашего устройства по производителю Top Tool оставлю в описании под этим видео. Еще раз продемонстрирую. Это у нас защитная крышка. Проворачивается и снимается. Здесь у нас щетка для очистки клемм, которые находятся в автомобиле. Устанавливаем крышку на место и защелкиваем. Здесь у нас находится щетка для очистки клемм, которые находятся на самом аккумуляторе. Отдельное видео о снятии установки аккумулятора BMW X5 E53 кузов уже есть на канале. Ссылочка будет вверху и в описании под этим видео. Переходите по ссылке, смотрите видео. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Не забудьте поставить лайк.